И снова Хаукола. Почему официанты уносят меню? Должность официанта не настолько простая и общедоступная, как это может показаться на первый взгляд. В хорошем заведении профессиональные официанты обязаны придерживаться сотен правил этикета. Любое действие на рабочем месте должно соответствовать этому своду правил. Одно из них – не оставлять меню на столе после того, как посетитель определился с заказом. Главная задача официанта заключается в том, чтобы посетитель ушел из кафе или ресторана довольным, и у него появилось желание снова туда вернуться. Поэтому работник заведения должен обеспечить клиента качественным обслуживанием, начиная с приветствия, приема заказа и заканчивая счетом. Считается, что первоклассное обслуживание играет даже более важную роль, чем вкусовые качества блюд и напитков. И наоборот, каким бы вкусным ни было блюдо, клиент уйдет недовольным, если его не устроит обслуживание. В первую очередь официант обязан выглядеть аккуратно, опрятно и презентабельно, поскольку он является лицом заведения, в котором работает. Большое значение имеет то, как сотрудник встретит гостей. От первого впечатления зависит, насколько долго посетители захотят остаться в ресторане, сколько денег они потратят и будет ли у них желание вернуться сюда вновь, посоветовать место друзьям. Задача официанта – проявить заботу о клиентах и обеспечить комфортное времяпровождение. Еще одна привычка официанта – убирать пустые тарелки со стола, как только гость доел последний кусочек блюда. Это небольшая хитрость, за пустым столом посетитель чувствует себя не очень комфортно и заказывает еще что-нибудь. Этикет официанта в плане того, как принимать заказ, выносить блюда, разливать напитки и тому подобное – отдельная, довольно большая категория правил. Сюда относятся всевозможные мелочи, вроде того, с какой стороны нужно подходить к гостю, как правильно держать посуду и приборы, и другие. Рассмотрим одно из наиболее интересных и актуальных правил, почему официанты уносят меню сразу после того, как клиент сделал заказ. Почему меню не должно лежать на столе? Эта особенность обслуживания в большинстве ресторанов, независимо от статуса, удивляет многих посетителей, а некоторых даже сильно раздражает. Казалось бы, нет ничего проще, когда меню всегда под рукой, можно в любой момент сделать новый заказ, но приходится каждый раз подзывать официанта с просьбой принести меню. Почему так происходит? Существует масса теорий на этот счет. Самое распространенное среди них – стремление обмануть клиента. Не имея в своем распоряжении меню, гость заведения не сможет сравнить реальные цены с теми, что указаны в чеке. Соответственно, его можно легко обсчитать, однако владельцы и сотрудники заведения общепита всячески опровергают данную теорию, но все же рекомендую вам записывать цены тех блюд, которые вы заказываете. Еще одна версия – нехватка меню в ресторане. То есть официанты забирают меню у тех, кто уже определился с заказом, и отдают его другим посетителям. Такая причина вполне логична, но она не объясняет других ситуаций, когда в зале не так уж много гостей. Или речь идет о высококлассном заведении, в котором меню должно по умолчанию хватать на всех клиентов. Реальная причина того, что официанты уносят меню, оказалась еще более простой и практичной. Они руководствуются главным принципом – клиенту должно быть максимально удобно. Чем лучше заведение, тем шире у него список блюд, напитков и тем объемнее меню. Таким образом, оно может занимать много места на столе, вызывая дискомфорт у посетителей. Официант уносит меню, чтобы клиенту не пришлось беспокоиться о том, куда его положить. Из-за нехватки свободного пространства меню также может быть случайно испачкано. Меню стоит изучать внимательно, сравнивая цену за 100 грамм блюда и его общий вес. Это поможет избежать неприятных сюрпризов. В кафе и ресторанах нередко возникают довольно забавные случаи, когда официанты уносят меню даже после того, как их попросили этого не делать. Особенно нетерпеливых гостей подобные ситуации могут даже разозлить, однако руководители заведения уверяют, что их сотрудники поступают так не из плохих намерений. Во-первых, многие действия официанты доводят до автоматизма, и необходимость убрать меню со стола – одно из них. Во-вторых, персонал часто подстраховывает друг друга, и меню мог унести другой официант, который не обслуживал конкретный стол. Согласно правилам этикета, официант обязан унести меню после того, как клиент сделал заказ. Несмотря на множество предположений, главная причина кроется в стремлении обеспечить посетителю абсолютное удобство и комфорт. Поэтому официант уносит меню каждый раз после заказа, но должен снова приносить его по требованию гостя. Автор статьи Вадим Хромов. Ссылка на статью в описании. Благодарю за просмотр. Если понравилось, ставь лайк и не забудь включить колокольчик.